Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиоа. Я хочу сегодня показать свою сверхсекретную наработку со своими доработками. В первую очередь я хочу сказать то, что я хочу в этот билд попробовать добавить богов. Ну, я уже показывал с чистыми богами, но сегодня я хочу показать немножко по-другому. Во-первых, я увидел, что здесь есть хан. И поэтому у меня сразу в голове такая возникла идея, а почему бы не сделать сверхстоп секретный билд зоопарк? В общем, что мы будем делать? Во-первых, мы будем делать фуловый горн. Мы будем делать этот билд максимально через суммона и желательно сделать через фул богов. Скорее всего, вряд ли у меня это получится сделать, но мы постараемся. Со старта мне по дефолту нужно что? Мне кристалл... Не, ну колечко тоже пойдет. Мне нужно колечко. Кристалл мана плюс 40. Но на самом деле колечко мне не особо так важно. Оно мне важно будет со старта, а потом бы я это колечко скипнул. Я бы это колечко скипнул и выбрал бы лучший приоритет на ману плюс 40. Почему я бы так сделал? Смотрите. Во-первых, сейчас поменяли доспех экзорцизма. Доспех экзорцизма дает теперь монореген. Но на самом деле это такой себе предмет, я бы его отпустил в третий тир. Потому что этот предмет не дает так много, чтобы вот хотеть его прям взять. Если бы это был предмет третьего тира, то я бы был бы согласен еще его пикнуть. Но это уже такое. Боги, горн плюс звери. В чем прикол? Горн дает контроль. Ну колечко. Ну колечко. Колечко мое сердечко. В общем, Горн дает контроль, дает агр. То, что, грубо говоря, короче, он дает зверям время на то, чтобы насумонить толпу народу. Вот что он дает. Это самое главное то, что он в действительности дает. Это время. Время потянуть плюс контроль. У зверей особо контроля нет. Там есть только контроль у лундруида. Ну-ка сейчас. Я бы, кстати, здесь 4-й уровень бы взял. Сейчас распродам стол немножко и возьму 4-й уровень. Хотел бы я попробовать рискнуть и взять немного другой предмет. Так. Взять бы немного другой предмет. Рискнуть и найти, попробовать Рок Войны либо Арканцы. То есть это два мастных предмета, которые бы я хотел взять. Но, скажем так, я не хочу рисковать. Потому что если бы я сейчас нажал предмет, а вдруг мне какая-то там маска берсерка бы упала. А вдруг бы мне там какая-то гномья брошка упала бесполезная. То есть, что бы я с этими предметами потом делал? Я могу подтереться ими и проиграть катку. Потому что предметы второго тира, я не скажу, что они прям дико решают, но старт они точно делают. Даже не то, что они в действительности делают старт. Предметы второго... Вот как у Чела есть Фурион в двойку и Инча в двойку. Со старта. Вот 5-й раунд у Чела уже есть Фура и Инча в двойку. Во! Спасибо. Рандом, я чувствую, надо мной сегодня поиздевается немножко. Так вот, Горн дает время плюс контроль. С этим мы уже разобрались. Плюс, если у меня получится это сделать 4 бога, соответственно, это минимальная КД на всех способностях. Плюс, если я сделаю Леона в тройку, что мне бы хотелось сделать, то с Леоном в тройкой у меня было бы еще меньше КД и, соответственно, было бы куча мана, потому что Леон в тройку, он бы по откату высасывал ману у противника, передавал, соответственно, моим фигурам, и мои фигуры кастовали бы такую толпу народу, они бы такой зоопарк устроили, что мама не горюй, просто мама не горюй. Вот серьезно, мой бы противник плакал бы кровавыми слезами, когда видел бы такое. Но это нам предстоит еще увидеть, я надеюсь, у меня получится это сделать, потому что Леон на самом деле много импакта дает. И я вот, знаете, я Леона только недавно распробовал. Классные мне орки пришли. Но чисто из-за того, что я очень часто показывал этих богов-орков, я хочу попробовать целенаправленно вам показать суммоны. Что суммоны в действительности нормально так душат. Хоть мне сейчас адекватно ничего не идет, но я хочу попробовать. Хочу попробовать целенаправленно взять и показать вам именно зверей через суммона. Плюс здесь Горн, я все время хотел записать богов, Горн и зверей через суммона. Вот в действительности это моя такая, знаете, небольшая мечта. Такая маленькая мечта. Вот моя цель. О, так я тут человек... Вот обожаю, когда они... Вот знаете поговорку, не говори гоп, пока не перескочишь. Вот вам как бы показательно, что, ребят, не надо загадывать наперед.
Да. Ну что ж. Только хотел сказать, а клокерка можно? И клокер приходит. Обалдеть. Я думал, клокерк мне еще не придет. Ну так вот, ну что, попробую исполнить свою мечту. Получится? Класс. Не получится? Ну, что поделать. Что поделать, рандом сегодня, значит, не на моей стороне будет. Ой, на самом деле я буду отталкиваться от того, что будет не приходить. И от этого уже буду отталкиваться, как мне действовать в той или иной ситуации. Но пока что вот цель такая. Боги, звери, Леон тройка и горно на сдачу. Да, не густо пока что. Пока что не густо. Вот Джитимадо. Что-то такой ник знакомый у Джитимадо. По-моему, это какой-то прогеймер из Доты. Если что, короче, в комментариях меня поправите, но это, по-моему, прогеймер из Доты какой-то. Но я думаю, это не оригинальный Тимада, это какой-то фейк. Вряд ли бы Тимада играл бы в АТЧС. Если он профессиональный игрок в Доте, то он бы вряд ли играл бы в АТЧС. По крайней мере, я так думаю. Но может он тут, не знаю, как-то досуг свой проводит. Кто знает, люди разные. Правильно? Я думаю, да, правильно. Я этот Грааль еще не просто так взял. Вдруг, кто не знает, под механизмами на 50% у вас увеличивается хп реген. Хотя... Не знаю, для меня все равно этот предмет как-то слабоват. Хотя на самом деле под мехами он довольно-таки неплохо отхиливает, я смотрю. Но этого все равно недостаточно. То есть, если бы сейчас мне не упал баф гоблина как надо, то меня бы, скорее всего, сейчас вынесли. Кстати, мой первый халявный ролл. Обалдеть. Так, Леончик сюда. Леончика мы любим, Леончика мы берем. И я, кстати, поставлю Разора, чтобы спам столы чистить немножко. Ну, все-таки, на самом деле, если бы Разор в двойку со старта пришел, было бы очень хорошо. Но больше всего я бы обрадовался другой фигуре. Это Резачку. Резачку в двойку, Клокверк в двойку, Тинкер в двойку, Убозакаточная машина в двойку. Слишком много как-то хотелок у меня, да? Но знаете, как я говорю? Это моя почти любимая фраза. Лучше закинуть удочку подальше, а вытянешь уже, ну, то получится. Вот, кстати, хорошо, что у меня сейчас есть Разор. 2000 урона, как с куста он наколедовал. И ему еще и баф гоблина упал. Ну, как-то... Баф гоблина это, конечно, не идеально. Но это неплохо. Баф гоблинов это неплохо. Ну да, благодаря ему я хорошо так стол чищу. Хотя... Резак тоже неплохо чистит столы. Я думаю... Я... Не, ну я думаю, без Разора я бы вряд ли так быстро столы зачищал. Я думаю, да. Вряд ли бы я так быстро столы зачищал. Фура в двойку? Так, фура в двойку. Так, мне это колечко надо будет скипнуть. Я пока его оставлю, но в будущем мне его надо будет скипнуть. Это кольцо мне не надо. Как я уже говорил ранее, мне надо кристалл мана плюс 40, он мне больше нравится. Вот бы сейчас с этих мобов полезное что-то упало. Например, либо Рок Войны, либо Жар Концы. То есть один из двух предметов мне по-любому здесь нужен. Ладно, похоже, я на Святой Грааль наговариваю. Под мехами это в действительности полезный предмет. Но это чисто из-за того, что у мехов есть такая фича, чтоб не всегда так приходило хорошо со старта. Вот чтобы в действительности не всегда так приходило со старта. Так вот, у мехов фича какая? На 50% у них хп реген выше, нежели у других. Ладно. В этой катке меня бог рандома не поцеловал.
Обидно. Обидно. А так хотелось. Ну, хотя бы спасибо за резака в двойку. На 10-м раунде, на самом деле, это не довольно-таки поздно, то, что мне резак в двойку пришел. Но пришел бы он намного раньше, было бы намного лучше. Ну, имеем то, что мы имеем. Правильно? Я у него хотел сказать, лустрик забрал. Я у него винстрик забрал. Чисто украл. Украл винстрик у этого молодого. Тимада такой заходит, переживает за свой винстрик. Думаю такой, ой, что такое? Кто это там стрел винстрик у него, а? Бойся. Я за тобой приду, молодой. Бойся. Ох, приду за тобой. Я заберу твой винстрик. Ой, как заберу. Или не заберу. Вот то, что ему, конечно, М пришел, это меня вообще не устраивает. Скорее всего, я у него не заберу винстрик. Если сейчас с таким столом он ко мне придет, то он меня так хорошенечко нагнет. Но если чуть позже он придет, и меня бог рандома поцелует несколько раз, то я его вынесу. Я надеюсь лучше. Верю и надеюсь лучше. Так, бог рандома. Я в тебя верю. Поэтому давай, не подкачай меня сейчас. Давай, я в тебя верю, ты в меня веришь. И вот так вот совместно живем. У нас с тобой классный симбиоз такой. Но у него уже 8 винстрик. Но я надеюсь, что он сейчас ко мне не придет. Я очень надеюсь, что он ко мне придет чуть позже. Я надеюсь на то, что он ко мне придет чуть позже. Вот придет чуть позже, замечательно. Но только знаете, в чем замечательно? Если у меня будет какое-то усиление стола, потому что я как-то сейчас не замечаю свое усиление стола. Кью моих друидов тырит. И мне это не нравится. Я его, ну, пока что я его наказываю, но мне в любом случае не нравится то, что он тырит моих друидов. Вот не нравится и все. Но я думаю, кому бы нравилось, когда вот тырит ваших друидов, когда тырит ваши суммоны и тому подобное. Никому, конечно. Вот этот орк-жрец, это имбовый персонаж. Вот реально это имбовый персонаж. Под зверьми, даже если вы не играете через богов, а играете через зверей, это такой прекрасный персонаж. Он так суммонит. Попробуйте как-то собрать 6 зверей от этого орка-жреца и поставить 4 бога. Ну, по возможности 4 бога. 2 бога тоже пойдет, достаточно его будет. И, соответственно, Леона в троечку собрать. Боже, вы увидите такое, когда в жизни такое не видели. Вот от слова совсем вы такое в жизни не видели. Во-первых, у вас благодаря Леону и благодаря богам у вас будет минимальное КД. Хотя я это уже вначале говорил, смысл говорить это еще раз. Просто под орком-жрецом это будет настолько жестко выглядеть, что вы прям, ну, это уму не приложить. Насколько это будет жестко. Давай, усиление. Поздновато пришло мне это усиление, поздновато. Я уже думаю, что мне в скором времени придется продавать Клокверка и тому подобное. Он мне не нужен. Я пока что зверей поставил. Так как это мобы. Смущают меня убийцы, но на самом деле они меня не особо смущают. Убийцы мне, скорее всего, даже ничего не сделают. Если только ему хорошо убийцы не придут. Если ему хорошо убийцы придут, то он, скорее всего, меня вынесет. Но тоже ему нужны предметы. Он, скорее всего, не сможет перебить этот спам, который я устрою против него. Так, давай. Рок войны.
Молю, рок войны упади. Спасибо, что не бесполезный ледяной доспех. Спасибо на этом. Ну, я рад. Я в действительности Аркан сам рад. Это ни в коем случае это не бесполезный предмет. Ни в коем случае не подумайте об этом. Это в действительности полезный предмет, с которым в действительности стоит считаться. Знаете, что будет жестко? Если этот чел найдет себе мантию короля 4-го тира, закинет ее в Аэма, он же всех моих зверей уничтожит. По крайней мере, я так думаю. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но это нам предстоит еще увидеть. Крутись! У меня чуть сердечный приступ не был. Эх, в любой бы другой ситуации я бы обрадовался этому тренду, но не сейчас. Сейчас, к сожалению, тренд это помоечка. Собаку продам. Собака мне не нужна. Пум-пум-пум-пум-пум. Где мои звери, где мои друиды? Где мой лундруид? Так. Это маг. Боже, как... Ладно, хорошо, что не Тимана забрал мой винстрик. Как тебе повезло, букмак? Как же тебе повезло? Вот буквально... Ладно. На самом деле, не знаю, повезло ему или не повезло, но винстрик он у меня забрал. Вот в этом я в действительности уверен. То, что забрал он у меня мой винстрик. Кстати, можно будет уже мехов продавать. Нет? Как хорошо сейчас АМ первого тира не так много дамажит. Вот АМ первого тира, как бы вот этот моножитель с X4 на X3 поменяли, и в действительности это заметно. Но еще заметно то, что я стырил у него инстинкт. Сюда мои деньги на базу верни. Так, я что-то я слишком разошелся. Можно вместо легендарок мне будут приходить сейчас лундруиды? Пожалуйста. Я хочу, чтобы ко мне пришел лундруид. Дичайше этого хочу. Уже просто 19-й раунд. Как бы это не поздно было бы. Не хотелось бы, чтобы это в действительности было поздно. Так, Элвис. А, понял. Понял, где мой лундруид. Он у Элвиса. По всей видимости... А чем Элвис занимался? По-моему, концерты какие-то давал, да? Ну, по всей видимости, он захотел поехать на концерт Элвиса, и вот поэтому он приехал к нему, а не ко мне. Нормально, адекватно, я бы тоже к нему поехал. Но он же только раньше выступал. Благо у меня змейка насумонила. Ничего, дорогой мой. Элвис, посиди немножко тихо, там... Сильно не вылазь. Сильно не вылазь. Я к тебе еще приду. Этому Элвису я еще приду. Он пожалеет, что тырит моих друидов. И он пожалеет из-за того, что он играет на моих зверях. Знаете, сейчас добазарюсь и пожалею я. Вот это вот будет дичайший фейл. Так, из 3-го тира, пожалуйста, бусы, либо же божественный отпечаток. Божественный отпечаток, давай, божественный отпечаток. Ну, фура тоже классно, и темпларка классно. Ну,
На самом деле я не хочу темпларку. Я играю через суммона, а чтобы играть через темпларку, мне нужны предметы керри. А керри предметы, естественно, я не найду. Без промедления я беру бусса. Такие предметы, как кираса 5 тира. Ну, это броня, кто вдруг не знает. Плита 3 тира. Эти предметы необходимо брать под зверей, если вы полностью упакованные. Полностью упакованные, это я имею в виду то, что у вас есть некромикон, рефрешеры, урок войны на скорость атаки для суммонов, для ваших питомцев, назовем это так. Если вы полностью упакованы, то кираса и плита это не будет ошибкой. Это единственные предметы, которые аурные, которые дают ауру вашим питомцам. Ладно, вашим суммонам. Суммоны как-то красиво звучат. Хотя и питомцы тоже нормально звучат. Так вот, это единственные предметы, которые, во-первых, дают ауру, которые понижают броню противникам, а так как звери за каждую тычку стакают уязвимость, а не урон настакивают, то это... О, кстати, маг, здорово. Здорово, молодой, ну что, как дела? Там как там на личном фронте? У тебя все в порядке? Все хорошо? Здоровье тоже в норме? Сейчас мы его тебе подкорректируем, молодой. Сейчас мы тебе его подкорректируем. Чисто луна зависла. Такая... Ну ничего страшного. Мне даже его не жалко. Он у меня стрелил мой винстрик, поэтому мне не жалко. Мне его не жалко. Нечего было тырить мой винстрик. Хотел бы я рискнуть, попробовать предмет 4 тира найти, но такой возможности, к сожалению, нету. Так о чем я говорил? По поводу аурных предметов. Это единственные предметы, которые дают ауру как вам, так и понижают соперникам. А так как они стакают уязвимость, то, соответственно, урон будет у ваших суммонов намного выше. Ну и, соответственно, броня у них намного выше. Ну и Тимада Хан нашел. Как бы для меня это не хорошая новость, то, что он Хана нашел. Ты меня еще и вынесешь, да? Помните, я в предыдущем раунде, когда с ним попался, говорил о том, что если ему хорошо прокнут двойные тычки, он меня снесет. Ну, как бы вот, без смс-регистрации посмотрите, что происходит. Он меня снес. Много тычек напрокало у него. Не напрокало бы много тычек, я бы, скорее всего, вытащил бы его еще раз. О май гад. Мой план приходит в действие. А знаете, что это значит? Это значит, что я сейчас буду ставить фуловый горн. Надеюсь, что мне солнечный шаман, конечно, придет. Как только приходит солнечный шаман, я могу ставить сразу фуловый горн. А еще знаете, в чем прикол? Мне не хватит слотов сейчас. Мне не хватит слотов на фигуры. Да, мне не хватает слотов на фигуры. Обидненько, конечно. Ой, жалко, у меня инча в двойку только до сих пор. 23-й раунд, инча в двойку. Он меня и вынес. Была бы у меня инча в тройку, скорее всего, я бы его затащил. Фурион приходит. Как-то кидали в чат телеграма скрин, где парень собрал себе 2 фурионов в тройку. Еще поставил цвет сверху. Еще и зверей закинул сверху. Там такое месиво было. Я, кстати, рискнул. Я хочу попробовать найти предмет 4 тира. Давай. Поведи, поведи. Ну. Ух. Нужно держать себя в контроле. Нужно держать себя в руках, точнее. Хотел сказать, в контроле. Ой, хотел сказать. Сказал в контроле. О, Элви, здорово. А что там? Как там мои звери? Как там тебе там лондруид? Нормально? Поживи пока что. Поживи, дорогой. Поживи. Сейчас тебе осталось недолго. Тебе осталось совершенно недолго, мой дорогой. А я сейчас возьму 10-й, поставлю фуловый горн. Ну, естественно, если шаман придет. Но я думаю, у меня шанс 25%. Я думаю, мне и лондруид должен уже прийти. И солнечный шаман должен уже прийти. Самое забавное то, что я сейчас играю через змейку.
Даже не через Фурион, а через Змейку. Но и на самом деле мне Змейка больше нравится. У Змейки есть сопротивление к магии 80%. А 80% сопротивления к магии это не хухры-мухры. И, кстати, Элвис нормально так потырил у меня до моих друидов. Если бы не Элвис, у меня уже был бы лон-друид. Но что не всегда так приходило. Бог ты мой, у меня... Я реализовал то, что я хотел. Давай сейчас еще божественный отпечаток. Но шанс того, что я найду божественный отпечаток, крайне низок, поэтому я возьму, наверное, шар бездны, или пластину, или рольнуть. Ладно, я возьму шар бездны. Я что-то немного побаюсь мага, поэтому я возьму шар бездны. Если бы не маг... Теперь попробуем. Чё? Два классных предмета. Два классных предмета это было. Но я отдаю приоритет рефрешеру. Почему я отдаю приоритет рефрешеру? Во-первых, это из-за того, что я 2 раза могу заспавнить очень быстро змеек, при том, что это будет с некромиконом, и это есть возможность, что мне заспавнится не 2 змейки, а 4 змейки, а это много. Это реально много. 4 змейки со старта под рогом войны, это прям очень много. Да, все-таки, знаете, я не пожалел ни грамма о том, что я сейчас... Вот не вылетел ты. Ни грамма не пожалел о том, что сейчас... Ну как так меня везет? Да как так? Но самое забавное, что он мне никуда не заходит, этот варлок. У меня нет места. Рубик пеньков стырил. Мой Рубик стырил пеньков. Элвис нашел себе 2 лондруидов. Ну, ой, мне даже добавить нечего. Хотя, мне грех жаловаться. У меня фуловый город сейчас стоит. А не, мне надо... У меня есть чем пожаловаться. Где мой лондруид? Я хочу лондруида. Вот смотрите, сколько нас умонил мой любимый змей. Не мой змей, а вот этот змей. Бог ты мой, вы глянь. Сказать, что в шоке, вообще ничего не сказать. О май гад. О май гад. Еще и темпларка. У меня уже 2 темпларки пришло. Я уже мог его в двойку собрать. Но мне не нужна там. Ю. У меня скоро будет Леон в тройку. Так, 1 зверь вылетел. Благодаря этому зверю у меня теперь есть срок войны. Боже, как было бы классно, если бы у меня сейчас змейка в тройку собралась. Насколько было бы это жестко. В самом деле змейка это лютое имбище. Во-первых, она спавнит по 2 змейки, у которых хорошая скорость атаки, огромное сопротивление к магии. И плюс они замедляют скорость атаки своего противника. Это прям много. Это прям жестко. Короче, вот где мой лондруид. Жалко, что это зеркало. Я надеюсь, ты в следующем раунде ко мне придешь. Я тебя благополучно вынесу. И мне наконец-то придет лондруид. Я на это надеюсь. Элвис. Воришка лондруидов. Ну, кстати, охотник сейчас не опасается воина. Охотник под ведьмаками, поэтому проблемы быть не должно. Сейчас ко мне, скорее всего, придет воин. Ну, вряд ли ко мне сейчас. Хотя, подожди. У меня же... А кто зеркало? Кто ко мне пришел только что? А, ко мне Тимада или нет?
У меня из головы вылетело, кто ко мне только что приходил. Короче, ладно. Я надеюсь, что ко мне сейчас придет Элвис. Я дичайше хочу его вынести, и я думаю, у меня получится его вынести. По крайней мере, я в это верю. Так, битва титанов. Его лондруид в тройку и моя змейка в двойку. Кто кого? Ставлю на змейку. Это было близко. Пока-пока! На самом деле, если бы тот рыжелис вынес бы моего... Бог ты мой, как так? Ну что, ребят, новый рекорд. 30-й раунд. Лондруид. Жду поздравления в комментариях. 30-й раунд ко мне пришел Лондруид. Жду поздравления в комментариях, ребят. Не стесняемся, пишем. 30-й раунд. Лондруид. Нормально так? Был бы сейчас дикий тильт, если бы я яйцо заюзал бы в шамана. Знаете, чисто случайно там неправильно кликнул, и яйцо в шамана полетело. А не в нужную фигуру. Не, ну знаете, у меня... О май гад. О май гад. Так, бог маг остался, но бог мага, я думаю, мы вынесем все вместе. Боги, в целом маги как-то так себе играются сейчас. В целом мне не нравится вообще на магах играть. Кто подумает сейчас, зачем я закинул Некромикон Венчу, сейчас объясню. Энча, она суммонит феечек. Там, по-моему, 14 феечек. Короче, она суммонит феечек, и Некромикон дает шанс, что он 2 раза суммонит этих феечек, и, соответственно, отхил станет вдвойне больше. Плюс будут зомбаки 3-го уровня. То есть, вот эти вот Некромиконы, которые суммонят зомбаков, они будут 3-го уровня. Поэтому этот предмет не бесполезный в Энче. Поэтому, если есть возможность, то лучше закинуть в Энчу Некромикон. Вам лишний двойной отхил, я думаю, не помешает из-за того, что феечки будут. То есть вы отхилите себе не 3000 хп, а 6000 хп. И, соответственно, отхил будет такой весомый, знаете, там прям дико заметно будет, насколько жестко хилит. Ну, естественно, если вам дум на лицо вот так не прилетит, как сейчас прилетел ко мне. Ну, минус 25 это как-то слабо. Кстати, Тимада вынес только что челика на магах. Я, наверное... Не хочу тратить яйцо. Хотя, на самом деле, возможно, мне придется потратить яйцо. Не знаю, сейчас посмотрим. Боже, пусть мне всегда так приходят фиолетовые фигуры. Так. Одна змейка есть. Давай еще 2. Хочу еще 2 змейки. Молю. Молю за 2 змейки. Лондруид мне уже так не нужен. Мне нужна змейка. Змейка или он? Я хочу играть через змейку. Боже, как там моя откис. Там моя мы просто испепелили мои суммоны. Оу. Мне так легендарок не сыпало давным-давно. Я Хана, наверное, за последние несколько месяцев первый раз собрал в тройку. Вот. Я даже не знаю, когда я последний раз Хана собирал. Ну, действительно. Давай, змейка. Леон это хорошо. Змейка. Нужна змейка. Змейка. Так, ну яичко закину сейчас в Леона. Он не помешает. Так, и давай еще один. Рефреш. Ладно, не всегда шести, правильно? Догон тоже пойдет. Так, ну что, конечная. Я серьезно вам говорю, ребят, я давным-давно Хана не собирал в тройку. Да все, я его испепелил. Чем дольше он живет, тем ему хуже.
Минус 40. Я. Какое это блаженство. Но какое же это кринж. Какой же это кринж. Обратите внимание, лон-друид в единицу. Это уму непостижимо. Просто лон-друид в единицу. Боже. На 30-м раунде ко мне пришел лон-друид. На 30-м раунде. Скилл, ребят, это скилл. Запомните эту фразу. Скилл. Скилл был не прокачан. Вот если бы у меня был прокачанный скилл, лон-друид пришел бы ко мне намного раньше. А так как у меня скилл, извините, такой посредственный, то, естественно, как-то так. Как-то так. Что ж, думаю, вы все сами прекрасно видели. Я целенаправленно играл через суммонов на зверях и, естественно, попробовал Горн собрать. Но на самом деле, что-то мне фулл Горн не понравился. Как-то, но не ощутил я импакта от фулового Горна. Намного больше было бы импакта от фуловых богов. Но, что думаете вы? Вы, естественно, напишите в комментариях. Я свое мнение сказал, фулл Горн мне не понравился. Возможно, может быть, если бы как-то в долгую, я бы расценил это как-то фулл Горн, но... Такое. Ну, не понравился, короче, мне. Что думаете вы? Вы напишите в комментариях. Если ролик понравился, не забудьте ставить комментарий, не забудьте ставить свой лайк, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал. Вот это я вот заговорился, да? Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Всем спасибо еще раз за просмотр и всем удачи.